В этом видео мы с вами разберемся, как вытянуть форму немножко кривого, уже готового украшения. Разберем это на примере моей веточки, которую я делала на свою свадьбу в 2018 году, примерно когда начала заниматься плетением. И прежде чем вытягивать саму форму, давайте сначала рассмотрим само украшение. Вы видите ушко, которая не повернута на ребро. Видите заднюю сторону, то есть изнаночную сторону бусинки. Мы соблюдаем лицевую и изнаночную стороны и поворачиваем ушко на ребро. Рассмотрим веточку дальше. Вы видите бусину рондель, которая смотрит на нас боком, ребром опять же. Нам необходимо поправить все бусинки, чтобы они смотрели на нас лицом. И еще одна такая же бусинка. Снова поправляем ее и рассматриваем нашу веточку дальше. Теперь обратите внимание на основание украшения, которое идет как бы зигзагом. И сейчас мы с вами будем вытягивать его форму. Берем обеими руками за концы веточки с одной и с другой стороны и тянем ее аккуратно в противоположные стороны. Как вы видите, украшение становится ровненьким. После этого мы придаем форму всему украшению. И начнем мы это делать с бусинок. Для того, чтобы украшение смотрелось наиболее гармонично, лучше прижать бусинки поближе к стеблю. Так мы с вами убираем эффект растопырок. Как я говорила в предыдущих видео, растопырками я условно называю украшения, в которых веточки смотрят буквально как палки в разные стороны. Это не очень эстетично и не гармонично, поэтому мы все поправляем. Обратите внимание на то, как я сделала в этой веточке завершающее ушко. Само ушко мы видим лицевой стороной, рядом у нас находится бусина и слишком большое расстояние от последнего отростка до ушка. Так делать не стоит, потому что смотрится это не туда и не сюда. В целом это можно исправить, но сейчас мы этим заниматься не будем. Веточку мы вытянули, и теперь мы будем придавать ей объем. Этот момент я называю эффектом 2D и 3D. Обратите внимание на веточку, она плоская. И если вы хотите придать ей немножко объема, так как она уже сделана, и вы не можете доделать туда дополнительные элементы, но хотите, чтобы веточка была более объемной в волосах, вы можете поправить некоторые элементы. Выделите для себя отдельные бусинки, которые вы можете немного выдвинуть вверх, тем самым придав ей объема. Так наша веточка будет выглядеть наиболее живой. Ну и теперь аккуратно придаем форму нашей веточки. Проволока очень классный материал. Она гибкая, но при этом держит форму. Задаем плавные линии нашей веточки. И теперь вы можете наглядно сравнить эту веточку с ее первоначальным видом. Напишите в комментариях, заметна ли разница.